С какими интересными ты сегодня идеями? Знаешь, мне снился сон, что я, когда о нем думаю, то я удивляюсь. Хотел бы такое придумать, но не придумается. Мгм. Короче, утром снится сон. Обычно, когда я уже просыпаюсь и уже начинаю в альфа-состоянии, там медитацию утреннюю, настрой и все такое. Снится мне сон, и вижу я огромные деревья. Такие огромные-огромные. И такие огромные листья лежат. Ну, опали листья Мгм. желтые, красные, желтые листья. И лежат. И такой огромный какой-то механизм, типа машины, которая вот так вот эти листья собирает, перемалывает, и с них летит. Я смотрю, а это песок, а листья каменные. Мгм. Окаменевшие уже, да? Да, и я от этого удивления прямо из сна своего выскочила. Мгм. Вот. И мне так удивительно, и сразу же начались пожары в Калифорнии после, то есть, э, Мгм. вот, Да, сейчас такие интересные в Лос-Анджелесе. Удивляется, как это так с разных мест. Гидранты без воды, запас воды, который должен быть, спустили. Совершенно какие-то непонятные движения. Мгм. И на какие мысли тебя натолкнуло то, что ты увидела? хочу посмотреть. Мгм. С какой целью? Какая будет у нас цель? Мне, смотри, в Аризоне есть такой парк, я тоже мечтаю туда поехать, посмотреть. Короче, есть такой парк, и там веточки окаменелые, как бревна. И они не просто окаменелые, они такие, как полудрагоценные камни. Мгм. Разноцветные, красные, желтые, синие, зеленые. Но это вот такие, Как как веточки. стволы. И стволы Ну, я видел много таких. Ага. Да. ну, они как сейчас стволы у деревьев. Но у меня такое всегда вот, знаешь, чувство несправедливости. Хочется его восстановить по отношению к тем хвойным огромным деревьям, которые почему-то вырубались специально именно в Калифорнии. В Калифорнии росли секвойи, Секвойя. Мгм. которые очень Огромнейшие. большие. И там одна девочка, даже ей было тогда, по-моему, 23 года, она 3 года прожила на одном из этих деревьев, чтобы не дать его спилить, чтобы не спиливали эти деревья. Так и они и остались. Потому что добровольцы там ей лазили на дерево, приносили пищу и так дальше. Она на этом дереве и прожила 3 года. Она боролась, чтобы эти деревья не спиливали. Вот. Мгм. Интересно смотреть, что за этим всем прячется. Какую историю как рьяно пытаются скрыть от нас, потому что же известный факт, что через эфир передается информация, передается память, генетическая память Земли хранится в деревах, в деревьях, именно в деревьях. Вот. И Мгм. кто и зачем? Ну и вопрос, конечно же, к современности. Я, насколько понимаю, пожары в Калифорнии начались в 2018 году. У меня такой вопрос. В Африке еще жарче, и никаких пожаров там нету. В Африке пустыня, и никто Мгм. никогда не сказал, что вдруг в Африке там кустики загорелись,
И там вообще кусты, которые потеряли все, они просто сухие. Почему они не возгораются? Мало А? чем гореть. Да и сейчас в Африке уже начинает снежок падать, показывая такие нонсенс. Да-да-да. Нет, ну вопрос, то есть я Мгм. ни в жизнь не поверю, Почему? Мгм. что, ну, если взять, например, ну, я понимаю, ветер, огонь. Вопрос, огонь откуда взялся? Он сам по себе не берется. Ну, Вот. хорошо, Виктория. Я так думаю, значит, цель у нас это рассмотреть твой сон, восстановить справедливость, так сказать, и посмотреть, что это за пожары, которые каким-то искусственным методом распространяются в Калифорнии. Виктория, как ты меня слышишь? 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, Мгм. слышу. Хорошо. Виктория, посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, слышу какие-то крики. Мгм. Я как будто бы слышу Лос-Анджелес и вижу, как полицейские командуют и свистят в свистки, и показывают, говорят, на дорогах заторы. И Мгм. вижу, как горит улица, ну, как бы, и машины припаркованы на улице прямо на дороге. Мгм. Хорошо, Шумит Виктория. огонь. Мгм. Хорошо, Виктория, давай тогда отсадимся от этой ситуации. Да, но почему-то звучит как калифорнийская напасть. Мгм. Давай найдем тот момент, когда это возгорание началось. Самый первый огонь, который появился, начало этого пожара. На счет 3 найди это место и это время, когда это произошло. 1, 2, 3. Я вижу какая-то темная фигура м, рассыпает. Она имеет отношение к сектору магии. Это Мгм. вот это напасть от слова нападать. Мгм. Рассыпает что-то такое, оно как селитра. Мгм. По какому-то рову такому рассыпает белую штуку. Сейчас я считаю, что это за Что это за сущность такая? Темная фигура. какие-то войска ВМС. Мгм. Посмотри, Виктория, на физическом плане. Кто на физике? Там это селитру разбрызгивал или разливал? Не, рассыпал, как будто бы Ага. из мешков, как соль такое Мгм. белое. Сейчас я считаю, что это за... Считай, Виктория, что это он рассыпает. Оно почему-то считывается кальцинированный уголь. Как это может быть М, кальцинированный уголь? м. Так. Сейчас я спрошу, что они делают. Мгм. Ну, это солдаты. Мгм. А кто там рассыпает его? Спроси у него, что это он делает. Он отдал мне честь и говорит, вот у него такой костюм, как защитного цвета. Мгм. Говорит, что выполняет приказ. Так.
Говорит, что выполняет приказ, говорит, выполняю приказ моего президента, и назвал имя Джо Байден. Мгм. Так, хорошо. А он знает, зачем он это делает? Он говорит, что нужно убрать следы преступления. Мгм. О каком преступлении идет речь, Виктория? Читай информацию. Он опять вот так как-то стукнул ногой о ногу, а, М. и я вижу вот такое, как считывается кальцинированный уголь. А это такая площадь, как будто бы свысока смотрю, и оно все белое, покрыто дома такие. Мгм. Считывается это Голливудская долина, долина смерти. Мгм. Так. А какие преступления они хотели скрыть этим пожаром? Я слышу, странно вижу, как сверху течет кровь, и считывается кровь младенцев. М. И эта кровь вот так течет, как веревочка, как, знаешь, как шерстяную веревочку делают. И вот она такая, ну, как красная, вот так вот струится и так закручивается и течет, как в сектор магии, а вверху, как бы над этим городом, ну, а когда я Мгм. смотрю, как этот город называется, оно считывается долина смерти. А Мгм. вверху над этим городом вот этот младенец. Культ. Мгм. Культ принесения младенцев в жертву. Мгм. Так, интересненько, Так. что это за культ? Мгм. Посмотри, Виктория, что это за культ в эфирном плане? Из чего он, что он из себя представляет? Ну, я вижу вот это символ огромный над этим городом, такой черный силуэт Бафомета, Мгм. и там лицо вот этого президента Обамы. Мгм. Так, это... Странно. Мгм. Так, приносят младенца в жертву. То есть Так, они хотели скрыть, что, чтоб, м, да. И там сейчас что-то прозвучало. Долг. мгм. Что это обозначает, долг? И я вижу, что этот младенец, младенец, он вот Младенец? Мгм. это как в эфирном, как программа, как эгрегор. И от него тянется вот эта кровь к какому-то черному объекту посреди этого города. Мгм. Там такой, как какой-то прямоугольник, э, ну, такой объемный, черный, на земле лежит или в земле. Мгм. Что это? Отсчитывается могильник, Мгм. могильник детей. Это где вот Я этих вижу, жертв? Мгм. да, я вижу, как бросают Мгм. младенцев. Я так и звучит так, младенцы. Так, а что это за... Это эгрегориальная подспудная.
То есть на этом держится, на этом могильнике. Сейчас я Мгм. посмотрю. И там вокруг кто-то как будто бы ходит кругом. Вот так. Против часовой М. стрелки, как будто бы люди. Считываются ритуальные убийства. Молодец. Так, а где это место находится на физическом плане? Что там находится? Так, Прямоугольный объект. сейчас я посмотрю. Угу. Так, это дом. Считывается могильник. Какой-то дом. Он как будто бы а, очень светлый такой, большой, на 3 этажа дом. Угу. И под этим домом, как в подвале, Угу. там я вижу, идет, считывается со двора такой вход или во дворе. Угу. Так, понятно. И вдруг прозвучало «Пи-Диди». М. Так, сейчас я посмотрю, почему это прозвучало. Дом Пи-Диди. Мгм. Вот как. А кто вот это по кругу там ходит? Люди, вот это ты говорила, ритуальное какое-то у них там действие. Кто это такие там ходят? Я вижу какие-то темные фигуры, и у них всех на головах такие колпаки черные, и они какие-то как зомби идут. Они как-то выходят снизу, обходят по земле и уходят опять, как считывается духи пристрастия. Мгм. А, а на физике я вижу, я слышу монстр М. Кто это на и фи? какой-то человек, похожий на африканца. Мгм. Но у Приказывает он. него в руке какой-то как разбитый фужер или бутылка, и он режет кого-то этим. И вот так, как орёт. А. Мгм. Так, кто этот человек? Приказываем ему. Говорит, вечеринка М. белых. Ну, это как вечеринка белая, вечеринка черная. Что это Сейчас я обозначает? посмотрю, Мгм. что там как-то все считывается месиво, черные энергии и красные. И я слышу, там вот это, как будто бы на втором этаже, вижу, эта девушка лежит, как на бильярдном столе. Мгм. Ну, и там они, какие-то жуткие вещи. Вот он стоит с этим стеклом в руке, а эти вокруг него стоят и дрожат люди какие-то, боятся. У них Мгм. такое напряжение, они вот так вот все дрожат, как, высоковольтная, эта линия. Мгм. А выше, еще как-то поднимается по лесенке какое-то как привидение, как будто бы еще третий этаж, флигель какой-то. Мгм. И там они это называют, он говорит, святая святых. Там младенец находится.
как флигели. Оно выглядит как альтанка такая, Мгм. беседка как будто бы. Как будто бы окна открытые. Не окна, а такие. И там такой, как пьедестал какой-то. Все как мраморное, белое. И там на этом круглом таком, как будто бы ребенок, как ангел с крылышками. Мгм. Посмотри, Виктория, что это за ребенок? Считаю его эфирной ДНК. Кто он такой? Вот этот конкретный, Мгм. Да. я вижу, что это девочка, маленькая девочка, не новорожденная, чуть-чуть. У нее такие кучери белые. Мгм. И я вижу, что они делают с ребенком то, что не должны делать с маленькой девочкой. М. Насилие. Да, а потом вот этот появляется Бафомет, который вот там, он над ними вот так сидит, и потом берет и правой рукой, как будто бы такой какой-то треугольник просто в этого ребенка опускает. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это происходит такое. А этот солдат говорит, показывает и говорит, что они убийцы детей. Мгм. Э, Говорит также, трансплантируют органы. И показывает, и опять звучит это Педиди, и говорит, но он говорит о многих, не только о нем, говорит рабовладелец на него. Мгм. а, И показывает на этого Бафомета и на этих всех людей и говорит иерархия зла. Мгм. Так, а кто вот эти там, кроме Пьюдити, остальные? Давай обличим всех этих людей, приказываем им убрать иллюзии, убрать защиты на снятие магии колдовства. Пусть проявится, кто они есть на самом деле. Какой-то виноводочный картель. Мгм. Вот. И также я вижу игра в карты, Мгм. казино. Так, ну Считывается хорошо. иерархия зла на земле. Мгм. Картель. Ну, как мафия. Мгм. Так, Виктория, хорошо, давай посмотрим вот эту девочку, которая, ну, именно вот эта кучерявая с белыми кучерями. А где Да? находится сейчас ее душа, этой девочки? А она говорит, что она упала и показывает, как она, ее душа поднялась к этому, М, она это она? звучит Пи вот этот эгрегор, который над этим городом. Мгм. а, Считывается вертикаль злости. И она, эта душа, как бы притянулась туда и сразу падает в этот могильник. Это как такая общественная могила. Их там Это как? просто, как оно буквально считывается как скотомогильник. Мгм. И душа попадает как в ловушку, не может выйти. Нет, она не может никуда. Она как в заточении, она вот так мечется, вот так, а потом раз и упала в этот могильник. Это во дворе этого дома.
А Мгм. вход туда идет как бы с подвала, из подвала вот так в этот. И Мгм. там воняет сильно. Я туда зашла. Там они ходят туда, они там лежат. Там как комната такая. Мгм. И эти такими, как ярусами, они лежат там вот так, в таких углублениях. Мгм. Это уже останки этих детей, которые принесены в жертву, там лежат. Они их как-то там похоронили, типа. Ну, они там лежат, как это, знаешь, как в этих церквях эти трупы тоже лежат, точно так же. Мгм. Они там типа лежат, эти мощи, это в Киево-Печерской лавре, там я там тоже была, потом убегала оттуда, какой ужас там эти. Ну, Мгм. это поклонение смерти, это же культ Сатурна, смерти. Ага. Мгм. Так, а зачем им нужно этот могильник? А, вижу, завязать, я слышу, завязать судьбу землян, землян, и Земля. вижу от такого клубка идет вниз, как в сектор духов, завязать судьбу землян, и вот этот клубок, опять это как клубок этих ниток из крови, Мгм. завязать судьбу землян, и вижу там как бы в нижнем пространстве такой какой-то считывается Люцифер, а выглядит как считывается вот как какой-то крокодил. Мгм. А он сидит в его пространстве, как с чашей такой в левой руке. И вот эта ниточка с этого клубка кровавого прямо льется ему в этот кубок. И это называется Грааль смерти. Вот этот Грааль смерти. Это вот Мгм. это связано тоже с жертвоприношениями этого типа Иисуса, да, этого. Мгм. Тот же культ. Так, и что он, вот эту кровь, зачем ему надо вот эти жертвы? Я вижу, что он как будто бы раскладывает, и точно так же, как там в этом могильнике, вот он тоже вот так вот эти кровинки раскладывает. Генетическая, считывается, эволюция человека. Мгм. Вот. И он такой, как этот Бафомет, и очень злой, эта сущность. И Мгм. он такой весь липкий, как слизняк, как из болота, этот Мгм. Люцифер. Вот. Мгм. Просто Виктория И вот считает, эта девочка, да, мгм, с какой целью это все они это делают. я вижу, что когда это я слышу церемония жертвоприношения, и происходит вот так шух-шух, вот так вот, то эта душа этой девочки идет вниз, а эта черная энергия вот там в этом эгрегоре, где это ребенок там, этот М. младенец, то через этот портал вот эта магическая черная энергия, как змея, в наше пространство выходит, буквально как вылупляется, как будто бы из яйца, буквально из пространства вот так как пробивает скорлупу нашего пространства, и там видно прямо эту под кожурой такая пленочка беленькая выходит, М. и он выходит в наше пространство физическое. Я вижу, как он вышел, как змея голова, и он смотрит на всю землю сверху,
как из космоса, как будто бы. Вот так этот дракон такой. И он так вот смотрит внизу, как это биосфера вся. Мгм. Так. Что это он делает, когда смотрит сверху на Землю? Я слышу, ищет расу. Что это за раса, которую он ищет? Ну, я услышала вот это, как только я его увидела, услышала ноосфера, и я вижу сбоку, вот так вот справа, находится такое, как облако энергетическое, оно такое, как будто искорки там внутри. Мгм. Это как сознание человечества, Виктория? Что это за облако? Да, оно в общих чертах выглядит как такое облако, и считывается такой, как Тор. Мгм. Вот это Тор. Мгм. Тур– это как бык, Да. сила, как у быка. Мгм. Тор– это как самовоспроизводящая энергия, а эти искорки– это человеческие лица. Это Мгм. люди нового поколения. Так. Это считывается раса богов, Мгм. чистая раса. Мгм. Это люди очищенные. Они прошли, как, что означает детерминация? Что? Термин, терминал. Они поменяли терминал, они М. поменяли локацию. Они находятся в другом пространстве, Мгм. далеко от этой массы Мгм. кровожадной, которая находится внизу. Я слышу, голос там идет, что очистили свой разум и сердце от кровопийцы Мгм. Люцифера. И И что? я слышу, ушли навсегда. Это А что? наши клиенты. Это вот мы с тобой там есть. И Мгм. наши клиенты. Это вот те, которые разорвали контракты с Люцифером. Мгм. Буквально звучит, освободили душу. Мгм. А что происходит? Вот этот Тор, вот этот люди искорки. Что происходит между ними и этим змеей, которая вот вылезла? Ничего не происходит. Он, как эта змея, такая голова твердая, как живая, как будто бы. Она вот так направляется к этому Мгм. облаку, хочет укусить, но считывается харакири. А харакири это что? И оно, Самоуничтожение. Да. вот так вот, оно так шух, хочет укусить, и вот так как этот ребеночек дотронулся и упал вниз, точно так же и он ничего не может сделать. Мгм. Так, понятно. Да, пришел ответ, саморазрушается. Мгм.
Хорошо. Виктория, Карма. Вот пришел ответ. мгм, Между ноосферой, между этими искорками, этими чистыми свободными душами и этим карма. И я вижу, мгм, как это восстанавливается карма. Люди отказываются принимать условия этого вот, культ этот, да, да. м, Я вижу, насилие. что Мгм, вся Земля почти подвержена этому культу смерти мгм, под разными видами. То есть этот демон, власть Люцифера, мгм. он обманул всех. Понятно. Так, ну А вот хорошо. эти Да. жертвоприношения нужны для того, чтобы выпустить в наше трехмерное пространство м, вот этого змея, этого духа Люцифера, э, чтобы он еще больше жертв делал. Войны, я слышу, чтобы он проводил войны на земле. Мгм. То есть он каким-то способом, образом воздействует на людей, когда выходит из нового Да, люди territory. становятся злые, я слышу, бездумные. Они не думают, они включают в себе Люцифера, э, потому что через эту, я слышу, память, м, вот эта негативная вся часть человека, его эго, оно напрямую М, связано с источником зла и смерти, точно так же, как божественная душа связана и с источником жизни, с первоисточником жизни. Вот. И когда этот дух выходит этих церемоний, то я слышу, начинаются войны. мгм, А также я слышу, что они все рассчитывают, что это культ сатаны. И вот опять я вижу этого Обаму и мгм, его жену Мишель. мгм. И как будто бы вот они стоят над этим младенцем. Так. Они считываются как покровители культа Люцифера. И М, также я вижу, что вот я слышу на американском материке. м. Это им нужен этот пожар. Да, Э, Это они организаторы этого пожара. Этот Обама, Мишель, кто там, кто организовывает на физике этот пожар. нет, организовали военные. Мгм. Ну ты сказала, что под приказом Обамы. Ой, то есть этого Джо Байдена. Мгм. Я вижу, я что вижу, то и говорю. Да. Мгм. Может, информация придет чуть-чуть позже. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись пока от этой ситуации. Да, А, Давай тогда посмотрим, где находится, в каком пространстве находится душа этой девочки, которая была принесена в жертву. она находится вот там, в этом могильнике, на физике ее тела, а душа Мгм. это как в такой же проекции, как это на физике. Вот это Мгм. опять звучит в доме Педидий почему-то какого-то Комса. М, Ну да, Да, это какое-то двое имя этих.
Холмса прозвучало. Этот судебное это разбирательство идет. Мгм. Так, Виктория, вот этом месте на эфирном плане, где находится эта душа, это пространство, там и остальные души этих детей находятся. Да, они в М. одном месте. Это одна, я слышу, эгрегориальная скульптура. Мгм. И также сейчас же увидела эту церковь сатаны, которую открыл Обама. Обама? Мгм. Да, вот эту фигуру. И такая же точно фигура в Ватикане стоит. Мгм. Вот, этого Бафомета, этого Люцифера с детьми. То есть они в открытую показывают, что кто они на самом деле есть. А люди это соглашаются с этим и таким образом дают возможность им избежать кармы. Потому что согласие, молчаливое согласие людей как раз распространяет, ну, они перебирают эти люди, которые соглашаются с этим, ходят туда, молятся в эти храмы. Мгм. Так, Вот. хорошо, Виктория, такой вопрос. Как мы можем помочь этим душам, детям? Пролить туда свет, внимание. Мгм. Хорошо, Виктория, давай тогда осветим это место. Да, я передаю информацию этой девочке. Она звучит как Нина. Она американка. Это Мгм. девочка белая. Я ей передаю информацию, что э, буквально я ее беру и как бы забираю с этого, считывается престол сатаны, э, с этого жертвенника, где она лежала, Мгм. и передаю эту душу к Первотворцу. И у нее, вот там, где делали непристойные вещи с этой малышкой, у нее как бы между ножек такая, как черный этот пиндер застрял. Я вижу, как он как падает от нее, уходит и прямо к этому Люциферу, в этот эгрегор. Я вижу, как этот эгрегор выворачивается наизнанку. И эти дети, они считываются как птички, эти души, птички. Мгм. Вылетают, вылетают, а я их вот так, как из голубятника, вот, помогаю и передаю им всем информацию, что они все свободны, и пусть эту карму отдают виновникам. Мгм. И считывается, как идет, пусть сгорит долина Люцифера. Мгм. Хорошо, передаем им алгоритм освобождения, этим всем душам. Это я слышу алтарь смерти. И я вижу, что таких алтарей много по Мгм. всей земле. В Ватикане еще один самый большой. Здесь я слышу культ, культура, то есть через культуру таким Мгм. образом идет этот культ. Потом в Ватикане то же самое, есть такой престол. Мгм. Вот. Потом в Кремле, там, где этот Ленин лежит, вот Мгм. это тоже культ там есть. И потом еще где-то вижу, я слышу Тибет. На Тибете там какая-то странная тоже религия мертвецов. М, Недавно там на Тибете был этот землетрясение. Вот. Вот. Тоже карма, И наверное. потом пошло, как бы, я вижу, цепочка дальше пошла в Индию, а в Индии много-много таких мелких, Мгм. как Эти будто бы храмы все. храмики такие, да, вот это прямо как
такое вот. И потом дальше пошло вот так, опоясывает как будто. Потом вдруг я слышу Египет, Мгм. оно такой петлей пошло. Потом я вижу какую-то пирамиду в Египте, культ Мгм. Осириса. Это то же самое. Мгм. Вот. А от этого пошло потом вот так какой-то пирамида, как в Южной Америке, Мгм. какая-то пирамида смерти. Мгм. Вот. И Так. оно вот так вот получается вот такая, как петля. Все Мгм. связано. И выходит вот там. Это все порталы выхода подземных этих духов Люцифера. Мгм. Я слышу алтари жертвоприношений. Мгм. Обличаем все эти места, все эти жертвенники. Вот я смотрю на них, и когда я смотрю, то я вижу, что там образуется как такое сияние. Вот куда я смотрю, все как будто Мгм. вот так разворачивается. И такие, и там все я считываю, могильники. Вот я сейчас смотрю там, где в Мексике Мгм. пирамида такая стоит. Она почему-то черная, а по ней течет красная кровь. И когда я смотрю, то такие искорки выходят, и вдруг крылья, шум крыльев, эти ангелы, эти души улетают оттуда. Мгм. Теперь я смотрю на этот могильник в долине смерти. Вот эта долина калифорнийская считывается Мгм. как долина смерти. Они Мгм. там ради денег еще делали это все. Они таким образом, вот этими темными магическими ритуалами привлекали деньги. И вдруг я вижу, как бутылки какие-то бьются. Считывается дорогое вино. Мгм. Ам, Считывается винодельческая мафия. А почему она винодельческая? Сейчас я посмотрю. Вижу коньяки, Бейлис, вина, Мгм. маргарита. Оно считывается как пойло для простолюдинов. И я вижу, что это дорогие марки Мгм. ам, этого алкоголя, а люди, которые вот пьют, они как будто бы, я слышу, отдают честь вот этим рабовладельцам. Мгм. А эти вот люди, которые приносят в жертву этих ребят, деточек и М. других людей, они считываются как рабовладельцы. Мгм. Так, ну вот это из долины смерти мы обличили, вот этот могильник, что там проходит, кому мы можем передать информацию, чтобы это полностью очистили и на физическом плане. Но всем Мгм. передаю информацию, а также я вижу, как этот огонь по этой же ниточке, это кровавые шерстяные ниточки такие. Мгм. Вижу, как от этой Калифорнии вот так через это самое прямо в эту идет как две ниточки. Одна в Ватикан, а другая в Кремль. И Мгм. по этим ниточкам такой огонь бежит. А потом от Кремля туда, в Тибет, Мгм. а потом вот так вот все идет по кругу. Мгм. Вот. И я так вижу, что ам, Ватикан не должен сгореть, но он Почему он? должен упасть.
М. потому что он хранит тайны человечества. Я Мгм. слышу, что Ватикан хранит самую большую тайну человечества о его происхождении. Истинная история. Вот книга там есть, золотая книга, по которой там миллионы книг, наверное. Да. И там, Километры и километры этих и стеллажей. там Александрийская библиотека, я слышу, Ватикан. И такая книга золотая, вся сияет, и такие перелистываются листы, и считывается как истинная история человечества. Мгм. А Москва сгорит дотла. Мгм. Только не знаю, или, или по-настоящему, или в эфирном пространстве. М. А я А вот слышу, она всегда горела. мгм. А где вот этот в Кремле этот тоже есть этот могильник? Да, там считывается, по-украински слышу, цвинтар. Ну, это вот более польское название цвинтар. Это как могильник. Мгм. И там я вот это вижу, считывается главный цвинтар. Почему-то цвинтар. М. Почему ты это слово так услышала? М. М. Почему Почему что сейчас? почему на польском, да, почему цвинтар больше имеет, м, так, я тоже заговариваюсь. Ну хорошо, Виктория, вот этот могильник главный, да? Там Э, этот Ленин, там он ходит м, как привидение в этой м, пирамиде. Эта мгм, пирамида, она в себе вобрала этот культ Осириса и культ этого еще какого-то из м. мексиканской этой. Котик, Котль-Пекель какой-то там, Да-да-да-да. да. Это Ага. звучит, Ну да, но это так как-то да. странно. Мгм. И Но он там да. сидит, этот Ленин, как будто бы вышел сейчас из этого могильника, вот, и сидит вот так вот повыше. У него эгрегор такой есть. На нем этот эгрегор коммунизма держится. Вот это писал же этот Маркс. Призрак коммунизма бродит по Европе. Но он писал о другом. Просто коммунисты все ну, как бы перевернули на свой лад и все исказили. Ну, вот Мгм, этот призрак буквально находится, вот пока этот призрак будет там в этой могильнике этом лежать, до мгм, тех пор в России, или как, где Россия, непонятно, это РФы, будет мгм. э, вот культ смерти. Мгм. Так, вот эти в могильнике души, которые там находятся, давай им передадим информацию, чтобы они выходили из этого пространства смерти. Они не могут войти, потому что там захоронены какие-то очень черные души. Они там как будто бы в стенах кругом, видения черные, магические. Они считываются как охранники душ человеческих. М. А кто И это они такие? выходят, вылетают вот из этих кремлевских застенков, особенно ночами, вылетают и М, летают, в окна заглядывают, стучат. Вот эти духи пугают. Они такие, знаешь, как неприкаянные.
Мгм. Так, кто это охранники этих душ? Давай обличим их, кто они такие. НКВД, я слышу. Вот вижу какого-то. Это те люди, которые, они поборники, я слышу, этого культа смерти, который исповедуют коммунисты. Мгм. Так, ну, я, например, приказываю им убрать их воздействие, они воздействуют. Он услышал тебя. Ты сказал, а он так оглянулся. Мгм. Приказываем убрать их воздействие на человечество, на живой эфир. Я приказываю ему убраться, пусть забирает его воздействие. Я также передаю информацию тем детям, которых они пугают. Мгм. Они вот под кроватью там прячутся, ведут себя как ненормальные, в окна стучат, как Мгм. полтергейсты работают. И они возбуждают в людях страх, ненависть и упадок. Мгм. Обличаем вот это все охрану, кто является а, хранителем этих душ, которые не могут выйти. Приказываем отпустить все человеческие души. Это души первоисточника жизни. Этим душам первоисточника жизни передаю алгоритм освобождения. Никто не вправе их держать, а этим мертвым энергиям приказываю убрать их воздействие. Я вижу, как такой символ, символическая как фигура, такая белого цвета, размытого, как привидение, с косой. Это эгрегор смерти. Мгм. И он как бы мешок такой развязывается. Вот это как этот Дед Мороз с подарочками типа, да? Мгм. То это как раз и символизирует этот мороз, который позамораживал невинные души в этих жертвенных паттернах, в этих программах, в их негативных чувствах. Передаем им тепло, любовь и свет Первотворца, надежду, чтобы они все выходили и воскресились из этих замороженных ситуаций. Я им говорю, что пришел мир. И они Мгм. опять, как голуби, летят и крылышками так шумят громко. Мгм. И теперь вот Тибет. Странно, что там в Тибете. У них Мгм. как-то какой-то старик серый такой сидит, а у него рук нету, кистей рук нет. Мгм. Что это за старик? Кто он такой? Он какой-то шаман, тибетский шаман. Мгм. Он культ смерти я вижу, что они делают культ, то же самое, культ смерти. Вот они лежат в гробах, 7 Мгм. человек. Они лежат и тихонько умирают зачем-то. Таким образом, они приносят себя в жертву вот этому богу смерти, Мгм. Люциферу, короче. Что это за 7 этих человек? Что это за Монахи, души? тибетские монахи, они умирают, и потом один умер, второй умер, а третий еще не умер. Но он видит и слышит, чувствует, как те уже разлагаются, кто умер. Какие-то у них фантазии, конечно, больные. Вот это у них такой ритуал. Мгм. И он смотрит на свои руки, и у него такая идет как помешательство в голове, и он уже не различает реальность и
нереальность, и он видит, смотрит на свои руки и видит, как они у него отпали. М. И он думает это, что он уже достиг просветления, вот, а на самом деле это обозначает, что что в него полностью вселился демонический дух, и вот эти руки, которые символизируют как творческий, как творца, делать, творить, они полностью приносят вот эту силу творца в жертву культу смерти. Мгм. И это как раз и есть вот эта тибетская типа мудрость. Виктория, из этих 7, кто там самый адекватный есть? Нет, они все одинаковые, Все они один. все добровольно пришли и поумирали. Это у них такой обычай есть, я вижу. Мгм. А какое воздействие они делают на человеческое сознание Я вообще? слышу, что они в копилку смертности, то есть они добровольно выбирают таким образом смерть. Мгм. Ой, человечество полностью погружено в это в смертельную ловушку. Все эти программы, догмы, эти религии, это все человека уводит от цели, от жизни. Мгм. Эти индусы, вижу, по воде пускают своих как-то мертвецов почему-то. Мгм. Так, ну хорошо, Виктория, давай вот с этими тибетцами обличаем вот эту ихнюю религию, ихние фантазии, ложь эту обличаем и распространяем информацию, что это есть на самом деле по эфирному пространству. То есть эта информация, этой ловушки, что это ловушка и как она действует, пусть люди видят, что она есть на самом деле. Вот этот один среди этих семерых, один, который посредине, Мгм. этот монах, он как бы умирал самый последний в этом могильнике, в Мгм. этой пещере. И до него как бы уже дошло. Что-то И понял. Мгм. да, потому что это у него на виду это все было, и он засомневался, а, что это Богу угодно, Творцу. Вот. Мгм. И у него одного только шанс как воскреситься, то есть вернуть свою душу. А все остальные съедены заживо. Вот как они умирали постепенно, вот так и их души постепенно и затлели. Мгм. И вот только один уходит, его Мгм. душа, Давай, но он Виктория, всех их будет тоже. передадим ему информацию, алгоритм освобождения. Примет ли он эту информацию, посмотрим. Да, Мгм. он принимает, и он будет других. Он как будто бы этих мертвецов кормит. Мгм. Это какой-то буддийский храм. Мгм. Хорошо, пусть занимается. Так, я отсоединяюсь. Отсоединяйся, Виктория, от этой ситуации. Вот, и сейчас я слышу реки крови, и вот там, где источник этого всего, Мгм. Вот это индийские, нет, вот а, эти, тибетские. вот Ага. индейцы и индийцы, это тоже интересно почему-то, у них А, это так, одинаково почему-то называются почти. мгм. Я этим душам, которые вот так стекали, там вот эти реки крови, Мгм. я им Распространяем передаю, что они информацию. все живые, что они могут выбраться, и они буквально выпутываются из таких черных лабиринтов.
и друг Мгм. другу помогают. И они говорят, что они не должны умирать. И вот опять они тоже трясутся, вот точно так же, как возле этого Пидидиати его соучастники боялись ему противостоять и становились его соучастниками. Точно так же эти жертвы все дрожат, я вижу. Мгм. Но они делают бунт, и они закололи этого жреца, этого Мгм. понтифика ихнего. Мгм. Вот. И в этот момент, когда они это сделали, то я вижу, что вот эта тиара из головы римского папы, потому что они тоже самые поклонники этого же Люцифера и Сатурна, бога смерти. Она Мгм. как-то уходит вместе с этим понтификом. Я вижу, что этот понтифик, верховный жрец, это он как бы перенял, то есть это как традиция одна и та же. Мгм. По наследству как Один и бы. тот же культ. Да, только названия, может, другие. Мгм. Этот культ Осириса — это то же самое, как и это христианство? Ну, Осириса или Сатурна, это ж Мгм. Сатурналии, это же даже в церковных книгах написано. Просто люди настолько не верят себе, своим глазам. Я когда почитала эти церковные книги, там же все написано. Даже в Библии все написано, они себя обличают. Там же Мгм. написано про, когда они придумали этого Христа, и сразу же они объявляют, что появится антихрист. Они говорят, мы антихристы, а провозглашаем себя христианами. А на самом деле, вот кто такой антихрист? И вот культ этого м, Сатурна, который был и до христиан в Ватикане, и до христианства. Он же ничем не отличается. Все праздники просто одели христианские названия, а весь культ, все служение осталось то же самое об этом. Даже церковные книги пишут. Я когда это почитала, я сказала, что моей ноги там больше не будет, потому что это Вавилон, это Мгм. великий блуд. И таким образом они избегают кармы, божественной кармы, потому что люди добровольно в это ходят и добровольно отдают свои души, потому что их же подсознание противится этому. Мгм. Заведи ребенка в церковь, так он орать там будет. Виктория, а вот этих культов много, а какой самый первый культ появился на Земле? Но я вижу, это вот эта библейская история, это вкушение зла, я слышу, про Адама и Еву. Это вкушение М. зла. Буквально я вижу, как о, вот откуда клубочек. Мгм. Вот откуда клубочек. Это Создал символизирует начинается. дорогу, да? Мгм. Вот это в сказке «Дорога», как искали клубочек, помогал Мгм. найти дорожку обратно. Вот точно так же я вижу, как это вкушение зла, это история про Адама и Еву. Вот, но это же стилизировано все, это не факт, что это было так, это было по-другому. Вот я вижу этот клубочек черный, магический, то есть я слышу, мир пустили под откос. То есть, Мгм. когда человечество пошло по пути демоническому, а Мгм. это все зависит от каждого человека, от его личного выбора. Мгм. А что на самом деле произошло между этим Адамом и Евой? Что это за событие было такое? Откуда начался этот клубочек? Так, я вижу, как будто бы кто-то оседлал коня и Мгм. поскакал. Так, кто это оседлал коня? Что это за человек? Или кто это?
Что что символизирует это? И прискакал он как будто бы в сектор магии, и конь вот так встал, голову нагнул, как бы поклонился перед кем-то в секторе магии, и шея у него сразу исчезла. Вот так же, как у этих трупов живых, которые там на Тибете умирали, руки так Мгм. раз исчезли как будто бы. И вот у этого коня тоже шея исчезла, а конь этот кто? Что обозначает, Виктория, этот конь? Читай информацию. Так. Символ владычества, могущества. Мгм. Это вот это, как в книге Откровения описаны 4 коня. Это Мгм. 4 кармы, да, война, голод, смерть. А этот конь символизирует силу, власть магического характера. Мгм. О, человечество пошло, ну, то есть творцы начали творить по магическому пути, не по Мгм. чистому. А Они кто это? использовали, а кто это был? Кто это оседлал коня? Кто это на физике? Посмотри, Виктория. Я вижу лицо, я слышу царь царей, какой-то один царь. Почему-то он царь над всеми царями. Мгм. А, Кто это такой? Как мы его знаем, Виктория? Читай информацию. Я вижу его лицо, имя слышу Андрей. Мгм. Он был у нас на сеансах. Мгм. Вот. Но у него сильная привязка к нижним чакрам, к этому черному коню. Так. Я слышу, что он не успел достигнуть совершенства. Мгм. Ой, такое слово прозвучало, что он пошел вслед за ну, какие, Блудодействием. ну, Блудодейкой. за этими девками, да, Ага. блудодейкой, ну, Понятно. только по-другому. Блудницами. За блудницами пошел, да, Мгм. по магическому пути. О, я даже их вижу. О, вот оно что. А я-то думала, куда он подевался? Мгм. Ну, понятно. Виктория, а что произошло, когда он поклонился этому, кому он там поклонился? Что это на физике было за событие? Ам, Я вижу инструмент власти, у него какой-то жезл в руке, который светится. И Мгм. вдруг я вижу, что а, какие-то рабыни появляются. Мгм. Может, он рабство ввел? Он вот так, Гарем? а может, гарем это? Как-то на сеансах было, что прилетели какие-то торговцы с этими рабами или гаремом, Ну соблазнили. да, это же и сейчас людей за это, ну, ловят. Например, это картинки, графия, тоже YouTube не любит это. Мгм. Это же тоже Ага. портит людям мышление. И, как говорится, мужчины, которые подсели на эти откровенные картинки, уже не могут иметь нормальных отношений. Им трудно. Ну, Мгм. они могут, Ну они да. просто не знают, что к нам нужно приходить на сеансы, Да, чтобы это все поотменять. это точно. Так, и что он сделал, этот Андрей, когда этот клубочек начался? Я слышу, что он изменил время, поход. Что И в это? этот Мгм. момент появляется сейчас, это же Мгм. мне эти метафоры идут, как будто бы идет кто-то
такими сапогами. Бум-бум. Поход. Мгм. Что это обозначает? Вот черная фигура. Вот этот Бафомет, он такой огромный, и он идет, как бык, только злой. Смотри, как интересно. Вот эта ноосфера, она имеет такие, тоже как у быка, только сияющие такие рожки. Как тороидальное, вот это вот, как Да, яблочко. да, 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 да. То есть, рог — это сила, это символ силы и власти. Ну, в первую очередь над собой. А вот этот тур, да, это М, противоположность Тору, а бык мгм. этот, да, демонический, это он проявляет силу по отношению к другим. Вот оно что. Вот оно что. То есть он нарушил коны целостности и равновесия, и справедливости, то есть коны экологичности. Он направил силу не по отношению, ну, не против себя. Мгм. То есть человек должен бороться своими внутренними врагами, да, а не проявлять это на внешнее. А он проявил силу по отношению к другим. Что было на физике? Ты посмотри, что он на физике сделал, как он проявил эту силу. Я слышу, что он оплодотворил множество женщин. Мгм. М. Я слышу, что с этого момента начались братоубийственные войны и Мгм. вообще братоубийство, потому что люди смешались и стали братьями друг другу. Мгм. А, Когда произошло это первое оплодотворение, или когда он это сделал? Что произошло в эфирном пространстве, когда он... Это вот это как клубочек начался, первые действия его. Нет, этот клубочек — это зацикленность времени, я слышу. Мгм. И с этого момента начались вот это циклы перерождения. Мгм. Начали повторяться одни и те же сценарии, паттерны. Он стал как бы отцом, вот отсюда паттерн, да, отец, Мгм. фазер, Пата. папа, фазер. Мгм. Это Да. все папство, это все вот отсюда идет. Мгм. Так, а спроси у Андрея, он понимает, что он сделал? Видит ли он, что он является отцом всей этой зацикленной системы? Он показывает, как он после наших сеансов выглядел как настоящий царь, но он сейчас говорит, что его уложили. И я вижу эту Кристину. Мгм. Вот она по отношению к нему находится в секторе магии, и та еще блондинка, как-то имя М. звучит, тоже литовская. М. А, Они вдвоем. И он говорит, что его уложили на смертное одро и накрыли таким, как лентой на глаза, и накрыли как будто покрывалом, вот как ноги и чресла его, все накрыто черным покрывалом. И Мгм. он как бы заморожен, не может ни пошевелиться, ничего, осознать. Ну, к нам приходили люди после этих сеансов, Мгм. демонических, да, потому что, Дайва я слышу. Дайва и эти другие, они вообще не обладают телепатическим зрением, просто Мгм. визуализируют, навязывают ярлыки, перебрасывают своих же демонов.
Вот, и вот я вижу, я не думала, что он к ним пошел. Мгм. Так, а что-то мы можем для него сделать, чтобы он смог освободиться? Ну, он же живой, Мгм. а, но я передаю информацию, а он пусть сам. Хорошо, я ему тоже передаю информацию, передаю из личного опыта, что он живая душа, чтобы он обратил внимание на его живую душу, на Творца его души, что он может ожить и быть живым. Принял он информацию, Виктория? Ну, я не хочу говорить. Мгм. Ну ладно. Хорошо, обличаем эту информацию о зарождении вот этой лжи, этой ловушки, этого механизма. Распространяем эту информацию, чтобы человечество знало и не попадало в эту ловушку. Сейчас вдруг я увидела, как огонь шел, и вот так стена такая, раз, перед этим могильником, где это, и люди достают из этого дома, как, Останки? гроб, вот этот, который был черный Мгм. такой, как прямоугольник. Они достают этот гроб, буквально как будто бы, Мгм. и они находят там, я слышу, доказательства. То есть я Мгм. вижу, что этот огонь, он как бы не поможет скрыть следы преступлений. Мгм. Разоблачение близко. Хорошо. Мгм. Очищаем, Виктория, пространство. Да. Отсоединяйся от этих ситуаций, поднимайся выше. Мгм. Давай тогда теперь посмотрим этот сон, который ты видела Ой, с давай же этим. на следующий день. Мгм. Хорошо, Виктория. Эх, распространяем информацию по эфирному пространству об Мгм. этом сеансе. Да. Хорошо. Э, Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверь твое личное пространство. Да, все чисто. Мгм. Хорошо, наполнимся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.